Новости. Як маш на ім'я? Сейчас попробую слезу пустить, подожди. Поты! Это был мой первый опыт. Не буду шутить на эту тему. А кого мы ждем? В смысле? Это же не по сценарию. Придержи лошадей, Билл. Так иди на работу скоро. Можно вывести хлеба из деревни, но деревню из хлеба вывести невозможно. Как сообщает Форклок. Всем привет! Это снова Гагарин Шоу, 6-й выпуск. И сегодня вы вновь услышите самые актуальные новости мира криптовалют и финансов. И с вами его бессменные ведущие Глеб Ушаков И Владимир Носов. Поехали! Заставка. Трейдер потерял почти всю криптовалюту за один клик. Пользователь по ошибке продал токены на бирже Binance в 4 раза дешевле рыночного курса. Купивший монеты получил более 300% прибыли. Произошло это с токеном Cortezia. Как сообщает РБК.ру. Да. То есть, скорее всего, он зашел в рынок маркет-ордером, мискликнул, говорит, продать. И опустошил стакан. Понятненько. Подписывайтесь, ставьте колокольчик. Еще немножечко терминологии от Глеба Ушакова получите в следующем выпуске. Это Гагарин Шоу. Пользователь блокчейн-казино Fairspin выиграл и вывел с платформы $650 тысяч. Как сообщает Форклох. В июле пользователь Fairspin выиграл и вывел с платформы 2731 эфир, что примерно $650 тысяч. Это стало рекордной суммой за всю историю платформы. Кто не знает, Fairspin переводится с английского как лохотрон. Серьезно? Ну, я так думаю, что в принципе. Магический кружок, магическая вращалка. Магический кружок — это сзади, когда улетают вот эти все деньги. Понял. Есть у меня один знакомый, он тоже выиграл в МММ, кстати. В ванной, который сидит? Да. Вот чтобы и осталось от него. Вкинул двушку, а снял 16 косарей. Вкинул двушку зелени, снял 16 тысяч У рублей. меня десятник был знакомый. Слушай, нормальная тема. Не, я серьезно выиграл в МММ. Я вкинул 2 косаря и 16 забрал. Молодец. Вы знаете, где ваши деньги. Ну, в общем, это развод. Ребята, не играйте в онлайн-казино. Слушай, а есть какая-нибудь привязка между теми, кто играл в МММ, и их потянуло потом в криптовалюты? Как ты считаешь? Может, это патологическое желание быть изнасилованным? А ты еще к кому-то обращайся. Еще кто-то есть, кроме меня? Точно ко мне? Я разговариваю с кустом, а ты с кем? Ты куст покурил, походу. Я тебя куст называю. Ты дай свое мнение по поводу казино. Ты куст, только у тебя чуть-чуть... Ты опять не... Это Гагарин Шоу. Лерочка, ты сейчас упадешь. Меня режиссер Якин позвал в Ялту. Алло, Вава, ты сейчас упадешь. Ну, в Гагры. Как дела? Гром гремит, земля трясется, это Ксюша к нам несется. Как мило. Ты на ходу придумаешь эту штуку или что? Да. Центральный банк Франции выбрал 8 компаний для тестирования CBDC. Франция настаивает на использовании цифрового евро в Европе. Выбрали 8 известных компаний в банковской и финтех отраслях. Центральный банк в большей степени заинтересован в оптовом использовании CBDC, а не в розничном использовании. Я бы их, конечно, отправил на... Как этот рынок большой назывался в Москве? Поздний час, Рынок баллы, 8 тысяч на земле. И мы так не вспомнили. Да? Не помню. Как рынок назывался? Черкизов. Черкизон. Вот где бы они, конечно, могли развернуться. Там просто один ряд, 8 точек, это был бы крупный опт для Франции. И бабушка такая сидит, говорит, подходит к ней, говорит, почем CBDC? Она говорит, 2 рубля. Выбрали 8 компаний. Так. Сына президента Франции, его девушки. Там же ж нет коррупции. Там нет коррупции, но... В смысле, его девушки, которые на 25 лет старше? Сыну 6, девушке 31. Ему 40, жене 78. Да, и, собственно говоря, ему 45, жене 71. Есть его отец, как бы, и его жена долгожительница. Это Гагарин Шоу. Петенька родной встречает.
О, ты вернулся. Ну, конечно. Все купил? Да, почти. Чего? Да опять не принимают эти биткоины. Сколько не пытаюсь. Даже в этом Сальвадоре, в Эль-Зонте, ну, село, как наше Зонтика, вот соседнее. Да. Приехал какой-то иностранец, им там все показал, кошельки установил, все, они, в общем, там мутят, крутят. Можно сено покупать, коммуналку оплачивать. И СЭМ можно оплатить. Ну, Так. ты же говорил, комиссия дорогая. Так комиссию, он тоже приехал и привез новую технологию. Говорит, есть Lightning Network, они там все вот это мутят, крутят в этом селе, там все. И, в общем, все дешево получается. В общем, я тебе обещаю, что там их какой-то, я не знаю, кто-то приехал, обучил. В нашем селе я беру это все под контроль свой. Я обучу и Петровича, и Михайловну. Всех возьму под контроль, обучу. И наши биткоины заработают. И принесут нам денежек. Шубу тебе купим. Да. Да? Да. Будешь самая модная ходить тут такая вообще. Ой. Когда? Как только обучу. Это Гагарин-шоу. В Казахстане предложили создать национальную цифровую валюту для борьбы с коррупцией. По мнению председателя агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции Алика Шпекбаева, запуск казахстанской цифровой валюты способствует борьбе с коррупцией. Он заявил, во-первых, это ускорит сокращение наличности, столь удобной для взяточников. Во-вторых, обеспечит полную прозрачность движения бюджетных средств при госзакупке. Я как-то в Турции отдыхал, и мы познакомились с казахами. Важная информация. Какие Так они, вот, конечно, все-таки вообще миролюбивые люди, гостеприимные. Ну какая коррупция там может быть? Ну привет. Агентство наговаривает на всех казахов. Так нет, ну смотри, они реально хотят прекратить и без того малую долю коррупции. Вот. Они всё. просто новость неполная, понимаешь? То есть они хотят сделать уровень коррупции даже ниже, чем... Ноль. Ниже нуля. Ниже нуля. То есть коррупционеры, чтобы доплачивали. Можно мы хоть чуть-чуть пару коррупционируем тут? При вас буквально. Вот, ну, То есть вход коррупции будет платным там. платная коррупция. Платная коррупция. Ну все, мы сделали вывод. Да. Теперь В можешь... Казахстане не будет коррупции больше никогда. После введения этой штуки. После введения этой штуки. Это Гагарин-шоу. 3 латвийцев задержали за покупку данных в Даркнете и изъяли 110 тысяч евро в криптовалютах. Злоумышленники, значит, использовали купленные в Даркнете данные жертв, а там в Даркнете такое висело объявление «жертвы», для получения доступа к их платежной информации. Незаконно полученные деньги подозреваемые отмывали через покупку недвижимости, дорогие покупки и инвестиции в золото и криптовалюты. Но взяли их именно на крипте. Взяли их именно на крипте. На самой честной, которой там паспорта, документы, все, чтобы купить крипту, все это надо А мне, предоставить. знаешь, просто, ну вот реально, как бы, по сути, глобально любую новость можно переписать так, что, как бы, ну, вот крипта — это зло. Обращаясь к зрителю... Кстати, Обращаясь к зрителю, хочу сказать, да, что мы сегодня рассчитывали, что к нам придет гость, но... Он не пришел. Он не пришел. Класс. Поэтому, Давай если еще вас раз. нам хоть чуть-чуть жалко, подписывайтесь, ставьте лайки и колокольчик нажимайте, пожалуйста. Сейчас попробую слезу упустить, подожди. Только истинный актер может заплакать на камеру. Смотри. Видно, что глаза мокрые? Капает, слышу, что капает. Видно? Ты видишь? Ты видишь? Кто здесь папка? Ты видишь? Ох, я, конечно, ох, актер. Это Гагарин-шоу. Значит, памп, это значит, это что, собственно говоря? Это рост котировок, да, рост цены, который вызван изначально крупными покупками больших игроков, как правило, которые владеют некоторыми инсайдами, а впоследствии подхватывается хомяками, ну, такими, как вот мы и вы. Потом лохи подключаются. Да, да, вот. Ну и потом все остальные, да. И вот, собственно говоря, значит, летит все вверх очень жестко. А потом Продолжай. еще есть такое выражение, что когда цена достигает максимума, это хай от слова высоко. Есть такое выражение, что кто заходит на хаях, тот уедет на
Нет, не так. Закупился на хаях, прокатился. Ну, конечно, ты абсолютно по-другому сказал, естественно, смысл сразу поменялся, перевернулся. Конечно, привет. Это Гагарин-шоу. Смотри, Ксюха, как идет, смотри. Как тут? Она прошла, как каравелла по волнам. Прохладным ливнем после Среди жаркого дня. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, что посмотреть, не оглянулся ли я. Стив Возняк подал в суд на YouTube из-за фейковых раздач биткоинов от его имени, как сообщает 4Clock. Сооснователь Apple Стив Возняк присоединился к групповому иску против YouTube. Причиной стали мошеннические ролики о раздаче биткоинов с использованием его имени. Также злоумышленники действовали от имени Билла Гейтса, Илона Маска и Майкла Делла. И Майкла Джексона. 18 истцов отмечают, что YouTube не только не принимает меры против злоумышленников на протяжении нескольких месяцев, но и продвигает подобные материалы. Я хочу сказать в защиту YouTube, в первую очередь тебе, Стиви, я тебя прошу, занимайся делом, вместо того, чтобы судиться с Ютубом. Не трогай цитадель добра и любви. Иди вон, Стив. Что? Ты со мной не согласен? Не, я говорю, Аве Мария, YouTube. Да я за YouTube знаешь, что тебе сделаю? Ты только появись. Да я тебе вообще. Твиттер закрою. Я тебе Твиттер залочу вообще. Забаню тебя во всех форумах. Я тебя в Фейсбук вообще накажу. Ты будешь сам себе писать письма, ты понял? У меня вообще не выйдешь никуда. Ты мне YouTube трогать будешь. И пацанам своим вот этим скажи. Эплоед, да? Биллу, Илону. Тебе не делать, ты сидишь, строчишь, получается, да? Вот это все. Не работает, да? Так иди на работу, Стив. Пенсионер. Иди на работу. На YouTube не трогай. Ты слышал, там режиссер просто чуть не упал, когда ты это сделал. Стив, давай ты со своим иском, пожалуйста, ближе к нашей 50-й серии. Еще ни одной рекламы не вставили, ни копейки денег не упало, кучу денег засандалили. Потом 50 туда, знаешь, поближе к 5-6 сезону, правильно я говорю? Там наберешь меня на мобильный, люди подскочат, все, был услышан. Так самое интересное, что пользователи потеряли миллионы, а юристы хостинга YouTube, знаешь, что сказали? А мы не знаем, что они публикуют. А если Возняку заблокировать YouTube, понял его, эту учетку? Он дисклеймер не читал никогда. Ты понял? Он никогда не читал дисклеймер. Надо просто удалить его учетку, он не сможет видео смотреть. Ребята, если будете судиться с Ютубом. Это Гагарин-шоу. Где наша денежка? Почему я хожу в листья? Мне грустно. Ксюш, придется какое-то время походить в этом укропе. Ксюша, это подорожник. Приложи там, где болит. Я плакать буду. Не смотри на меня. Ты мне платье не покупаешь. Деньги где наши? Скажи, пожалуйста. Почему я хожу в листья, как я грущу, между прочим? Платье надо мне очень. Ну что, как раздетая? Ксюша, А, пользователи Apple мне все равно. стали жертвами приложений для криптовалютной торговли. И вот и все. Поэтому ты ходишь в подорожниках. На фейковых страницах они предлагали загрузить приложение той самой торговой платформы Katana, которая на самом-то деле содержала вредоносное ПО. После установки они получали доступ к персональным данным, к имейлам и к абсолютно всем вашим криптовалютным счетам. Вы знаете, что самое интересное? Сама платформа уже неоднократно предупреждала о том, что ведется активная деятельность со стороны мошенников. Но Ванька слушает. Доест. Еще реквизит как ненормальный. Извиняюсь. Ребята, я прошу вас максимально и настоятельно прошу, максимально, отнестись к той информации, которая нет-нет, да и звучит из этой ванной. Объясню почему. Потому что внимательность и интернет-гигиена должны быть превыше всего. Уж если вы позволили себе завести аккаунт в Фейсбуке, выложить свою голую задницу в Инстаграме и тем более позволили себе завести криптовалютный кошелек, но будьте добры побеспокоиться и внимательно посмотреть, где вы что вводите, где скачиваете. Ну сколько это будет продолжаться? Что я, что Глеб из деревни, из своей
вещает постоянно об одном и том же. И каждый божий день я прихожу в эту ванну и продолжаю читать о том, как кто-то куда-то не туда вставил свой пароль, скачал что-то где-то не так. Поэтому, ребята, будьте внимательны, я вас прошу. Очень сильно. Заклинаю буквально. Вопиющие факты неестественных потерь денег происходят постоянно. А денег и так немного. Будьте внимательны. Блин, я съел кусок этого медведя. В чем рука? В меху. Это Гагарин-шоу. Ну, Ксения должна что-то еще принести. Ксюша, конечно, сегодня просто пипец какой-то. Что? Круто выглядишь, что? Круто приятно. выглядишь, что? Данные более 20 миллионов пользователей VPN-приложений оказались в открытом доступе. Сервер, который использует VPN-приложения, такие как UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN. Фух, слава богу, я не использую ни один из них. Я использую CyberGhost. Я так переживал, что сейчас будет это слово. Оказался незащищенным, и злоумышленники получили доступ к данным 20 миллионам человек. Себе. Все VPN-приложения утверждали, что не регистрируют пользовательские данные. По факту хакерам стали доступны имена, адреса почты, пароли, IP-шники, домашние адреса, информация о модели устройства, а также данные о биткоин-транзакциях. Короче, чувак, это реально вот Просто втулили сюда в последнюю строчку биткоин-транзакции, и поэтому это стало криптовалютной новостью. А давай опустим криптовалюту, давай. А как? И биткоин-транзакции. Жарила картошку на кухне. В этот момент насильник зашел, поднося над ее головой нож, а по телевизору говорили про биткоин. Ну, что вы тулите там, где нет? В любую дырку тулите этот биткоин несчастный. Он же цифровой, его нельзя втулить в любую дырку. А он не тулится, все верно. Это Гагарин-шоу. У Facebook, Twitter Еще у кого-нибудь есть или нет? и у Google, Так. спасибо, что ты спросил, намерены отсудить до 300 миллиардов. 300 миллиардов – это Охренеть. 300 тысяч миллионов долларов. Охренеть. Это... Не зря я в школу ходил. За подписоту. Так, давай сейчас вот это. Ставьте лайки, пишите комментарии, звените колокольчиками. Криптовалютные компании готовятся подать коллективный иск против Google, Facebook и Twitter из-за причиненного ущерба, вызванного запретом рекламы цифровых валют на крупнейших платформах. Сумма ущерба изначально оценивается в 600 миллионов долларов, однако она может увеличиться до 300 миллиардов, так как, по мнению юристов, от действия соцсетей могло пострадать большое количество людей. Нет, ну... Коллективный иск подадут именно в Федеральный суд Австралии. И они скажут, вообще мы не относимся к 6 континентам. Вы смотрите, ребята, 2 секундочки. Вы не смотрите, что у нас здесь кенгуру, как бы, и красивый оперный театр. Засадим так, что гай будет гудеть. И мне вообще сказали, что если вы не согласитесь с нашим решением, Австралия принимает... Австралийский суд скажет просто этим компаниям в Америке, скажет, слышишь, ты иди сюда. Ты ближе подойди и слушай меня внимательно, что мой род тебе говорит. Ну, раз он говорит больше, значит... И получает больше. Нет, значит, ты получаешь меньше. Эфирное время надо платить. А, хорошо. Про запас. Прикольно, ты вперед, я назад. Ну что же, самые актуальные новости этой недели подошли к концу. И сейчас маленький подарок. Группа «Мишки». I saw you fall across the room. I can't stay for a night with you. You know I've done what I shouldn't do, but
but you got enough for you. Girl, just pray for me like I never do. I will come for you. Girl, just pray for me like I never do. I will come for you. I will kill for you. To hurt you, you love the dead too. Hey baby, now that I'm thinking, no we can dreaming. Hey baby, I love to hurt you, you love the dead too. Hey